Вы просили показать наш эко-огород спустя 3 года. Сегодня 11 мая. Итак, эта грядка была засеяна фацелией, и на этой неделе мы будем срезать ее, чтобы подготовить грядку для посадки основных культур. Посадкой будем заниматься не ранее 15 мая. Далее вы можете видеть грядку с чесноком. Каждый год сажаем на разном месте. А это одна из наших кошечек, которые идеально защищают участок от мышей. Далее опять идет грядка с фацелией. Добавлю, что срезаем мы сидераты за 2-3 недели до посева основных культур. Срезаем плоскорезом под корень и оставляем на грядках в качестве мульчи. Далее еще одна грядка с чесноком. Снова идут сидераты. И вот грядка с горохом, который мы садим в 2 этапа. Как вы можете видеть, одна часть уже поднимается, вторая часть грядки еще на подходе. Если засадить всю грядку горохом в одно время, то он и поспеет в одно время, а это не совсем хорошо. Ранее было так, и мы не успевали поедать горох, и много пропадало. А вот такой подход дает возможность есть горох дольше. Такой же подход у нас и в отношении многих культур. Это дает нам возможность есть многие овощи, бобовые, разную зелень весь сезон. Далее. Думаю, вы обратили внимание, что дорожки у нас замульчированы сеном. Часто люди писали в комментариях, что ветром все унесет. Это не так, ничего не уносит. А вот грядка с луком. Затем снова идет грядка с сидератами. Как вы видите, грядки чеснока и лука чередуются с грядками с фацелией. И это не случайно. Позже на месте сидератов будут посажены разные культуры. Но все они будут разделены своего рода защитным барьером – луком и чесноком, которые хорошо отпугивают вредителей и являются частью экосистемы эко-огорода, защищая его от разных болезней. А это грядка с редиской. Также посажена в разное время, чтобы дольше собирать урожай. Как вы можете видеть, листики чистенькие, нет ни одной дырочки от земляной бложки. В предыдущих видео я показывал, что мы делаем, чтобы бложка даже не появлялась на этих грядках. Используем мы исключительно только органику и только свою, ничего покупного. Так надежнее, и мы не зависим от магазинов. Напомню, что эко-огород в нашем понимании – это не только экстенсивное земледелие, но и продукты, которые являются не только питательной базой, но и лекарством. То есть содержат максимум нутриентов и полезных фитовеществ. Сейчас на экране еще 2 грядки с фацелией. Обратите внимание, что здесь фацелия в 2 раза выше и гуще, чем на остальных грядках, хотя сеялась одинаково теми же семенами. Это грядки розума, но только закрытого типа. Там внутри пару лет назад были вырыты траншеи и заложено много разной органики. Если вам интересно, что там, смотрите раннее видео про эко-огород, я там все показал и рассказал. А это 2 плантации клубники, которая уже завязалась, и скоро будем есть первые плоды. Мы остановились всего на одном сорте клубники, который плодоносит весь сезон с мая по заморозки. Малина у нас посажена секциями в концах грядок. Нам так больше нравится. А вообще это не случайность. Наш огород спланирован так, чтобы вода стекала от дома к концу участка. То есть не по уровню, а специально под наклоном. Короче, вот здесь, где у нас посажены кусты малины, смородины, ёшты, ежевики, самое влажное место на огороде. А в конце участка, после кустов, напротив сделан холмик, чтобы вода с участка не вытекала за его пределы, а оставалась на участке. В общем, кусты здесь чувствуют себя хорошо. Ладно, пока на этом все, не хочу затягивать видео. Если будут вопросы, пишите, отвечу.